Всем привет! Вы на канале Дело мастера боится. В этом видео я покажу, как заменить бензонасос на автомобиле Chery QQ, другими словами Свит. Автомобиль внезапно перестал заводиться. Проверка напряжения показала, что до него напряжение поступает, то есть предохранитель и реле бензонасоса исправны. Я снял бензонасос и теперь разберем его, проверим, как его состояние. Для его проверки я подам напряжение на левые два провода разъема, которые отвечают за моторчик бензонасоса. Напряжение я подам от аккумулятора на 12 вольт, который использую для эхолота. Этого вполне хватит. Подносим клеммы. Он пытается запуститься, но не запускается. Меняем полярность, и происходит то же самое. Необходимо разбирать и проверять. Сначала ключом звездочкой Т25 откручиваем механизм контроля уровня бензина. Убираем в сторону этот блок и раскрываем все защелки на этом коробе. Защелки находятся по периметру верхней части короба насоса. Теперь отщелкиваем нижнюю сеточку. Вот видно, что она грязная, поэтому необходимо будет потом ее промыть. И раскрываем корпус бензонасоса. Вот сам бензонасос. Отключаем его от системы электропитания и этой трубочки. Отсоединяем провода. Запомните, как они располагались. И убираем этот хомут. Хомут здесь одноразовый, поэтому я его буду срывать. И вот сам неисправный бензонасос. Еще раз проверим работу бензонасоса. Как видите, он не крутит. На следующем этапе возьмем зубную щетку, включим горячую воду и хорошо промоем сеточку фильтра и сам корпус бензонасоса, потому что там много ржавчины. Вот я купил новый бензонасос фирмы Magneti Marelli. Модификация этого бензонасоса Magneti Marelli 3130 11 33015. Распакуем его и проверим, как же он работает. Подключаем минус на минус, плюс на плюс. Здесь почему-то не указана полюсовка, хотя на старом полюсовка указана. Минус маленький, плюс большой. Работает без проблем. В комплекте идет 3 бензостойких кольца, 2 больших и 1 маленькое. Снимаем защитную крышку с бензонасоса. Одно маленькое кольцо должно вставляться в эту полость, а 2 больших одеваются сверху и снизу бензонасоса. Для начала необходимо поместить бензонасос в корпус стакана фильтра. Для этого одеваем резиновые прокладки снаружи и снутри нижней части и помещаем бензонасос на свое место в корпус. Одеваем вторую прокладку сверху и закрываем все крышкой. Здесь защелкивается.
Вот такой корпус. Теперь одеваем на свое место крышку топливного фильтра. На корпусе фильтра есть такая маленькая трубочка. Она должна попасть в бензовсасывающее отверстие на насосе. Теперь снимаем защитный колпачок с напорного патрубка насоса. Возьмем стакан кипятка, нагреем этот патрубок и оденем его на свое место, потому что здесь все очень туго, потому что он сейчас жесткий. Хомут я буду использовать обычный, зажимной, на замену одноразового, который здесь стоял. Разогреваем и одеваем его на напорный патрубок. И зажимаем хомут на напорном патрубке насоса. Зажимаем с усилием, но не пережимаем, чтобы не лопнул пластмассовый патрубок. Теперь собираем корпус бензонасоса. И теперь подключаем электропитание бензонасоса. Здесь полярность не перепутаешь, потому что разъемы плюс и минус разные. Вот бензонасос собран, и можно приступить к его монтажу на бензобак. Обращаю ваше внимание, что здесь есть еще обратный клапан, который имеет давление срабатывания около 3 атмосфер, поэтому его тяжело продуть просто так ртом. Бак я закрывал обычной пленкой, чтобы не было испарения бензина, сюда не попадала грязь. Затем опускаем бак бензонасос. Очень аккуратно, чтобы не поломать поплавок. И закручиваем этим хомутом. Для облегчения закручивания хомута я возьму немного жидкого мыла или моющего средства, нанесу его на резьбу, и после этого хомут накрутится уже легче. Для облегчения закручивания и откручивания этой муфты можно применять небольшую деревянную планку, с помощью которой бить по этим ребрам при откручивании и закручивании. Так будет намного легче. Молоток применяем не тяжелый, и удары делаем небольшие, чтобы она не лопнула. Теперь необходимо смонтировать трубопроводы подводной и отводной. Для легкости монтажа я воспользуюсь универсальной смазкой, которой смажу внутреннюю полость хомутов. И если у вас нет специального съемника, который нажимает на эти выступы, то можно воспользоваться обычными большими плоскогубцами, которые также справляются с этой задачей. Хорошо нажимаем и одеваем на свое место. Хомуты плотно сели на свое место, обратно не снимаются. Значит, можно приступить к монтажу электроподключения бензонасоса. Берем пластину, которая стояла сверху, продеваем через нее этот разъем с уплотнителем и подключаем разъем к бензонасосу. До фиксации закрываем сверху крышку. И можно проверять работу бензонасоса. Вставляем ключ зажигания. Поворачиваем. Бензонасос заработал. Слышно гул в задней части.
Для начала должна заполниться система бензином, и после этого двигатель заведется. Двигатель завелся, система наполнилась бензином, прогреем и проверим работу двигателя. Вы были на канале Дело мастера боится. Смотрели видео о том, как своими руками заменить бензонасос на автомобиле Chery QQ Sweet. Пишите свои замечания, комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока.